Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем канале, и сегодня у нас наконец-то косметическое видео. Да, давненько это было, примерно 2 месяца назад я снимала распаковку, где показала свою новую косметику и обещала подробнее обо всем рассказать. Что-то уже появилось на моем канале, как, например, там видео про спарклы, что-то планируется, потому что про Rare Beauty, про Influence я хочу еще докупить средства, снять отдельно, но сейчас я подумала, что все, что как-то выбивается из колеи, почему бы нам не собрать вместе и не протестировать, посмотреть, это будет и какой-то первое впечатление, что-то я уже тестировала, и к чему-то у меня есть вопросы, поэтому я думаю, что видео будет супер интересное. И, конечно же, мы сделаем с вами вот такой макияж. Летний ли он? Для меня да, но, с одной стороны, он и вечерний. В общем, я надеюсь, что вам понравится. Мы и косметику посмотрим, и на всякие технические характеристики, ну и, несомненно, поучимся красивому макияжу. Здесь, кстати, помимо того, что есть то, о чем мы как раз в распаковке с вами говорили, очень много каких-то еще новых вещичек, которые я вам не показывала. Например, вот этот тональный крем, его там не было. Например, очень популярный сейчас гель фиксирующий, ну и, конечно же, хайлайтер от Schick. Надеюсь, я вас теперь максимально заинтересовала, и мы приступаем к макияжу. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте пальцы вверх и поехали. В своей распаковке я показывала вам тональный крем, который я назвала дублем, потому что были средства, которые для меня максимально новые, были средства, которые я уже знаю, тестировала и много раз вам показывала. Там был тональный крем Double Wear, и я подумала, что, во-первых, вы его видели на мне, во-вторых, летом многие скажут: Даша, это не летний тональный крем, и я вам подобрала кое-что более щадящее, скажем так, но и такое же интересное, потому что этот тональный крем Luxe Visage, мне кажется, скорее всего, вы его видели, он невероятно популярный в Телеграме, в других социальных сетях, все его обсуждают, и мне кажется, нет такого человека, кто бы о нем не слышал, тем более, что его стоимость, мне кажется, 200 или 300 рублей. Я его приобрела примерно в тот период, но так как у меня были к нему вопросы, я вам решила не показать его, потому что у меня был отдельный пост в Телеграме. Сразу скажу, забегая вперед, он то ли не подружился с моим уходом, то ли у меня какая-то гиперактивная кожа, хотя она комбинированная, но в общем, он у меня почему-то немножко слезает с меня по истечению времени, и я решила, что сейчас самое время накраситься им, потому что здесь очень жарко от этих ламп, мы с вами будем супер долго записывать видео, и как раз вместе посмотрим, как он пройдет этот тест-драйв, потому что, возможно, моя кожа была не в лучшем состоянии в то время, и поэтому он как-то вот шелушоночками так слезал с меня. И, как я уже сказала, это тональный крем от Luxe Visage Skin Evolution Foundation Soft Matte Blur Effect, тон номер 10. Я знаю, что многие берут, по-моему, там есть оттенок, кажется, посветлее. В общем, я думала, что десятка мне будет темновато, но на деле она прекрасная. Поэтому, если вы примерно моей же наружности, не очень светленькая, не очень загорелая, то я думаю, что он вам подойдет. Что нам обещает производитель? Что у него матовое покрытие, которое как будто бы блюрит кожу. Ну, в общем, максимально не совпадает с тем, что я вижу на своем лице, потому что он супер быстро, конечно, начинает так поблескивать, но многим это нравится, и мне бы тоже это нравилось, если бы он чуть дольше бы на мне держался. Давайте сейчас я вам покажу оттеночек, и, соответственно, мы с вами его нанесем. Вот, это оттенок номер 10, сейчас камера сфокусируется, то есть, по мне, это такая достаточно слоновая кость. И так как у нас уже лицо увлажнено, мы можем с вами его нанести. Я беру плотно набитую кисть, потому что мне больше нравится, как она распределяет это покрытие. И давайте приступать. В процессе, пока я крашусь, поняла, что мне 10-й оттенок как будто бы светловат. Он вроде бы и не слишком светлый, но что ли серость какая-то в нем присутствует. В общем, я бы хотела, наверное, какой-то больше загорелый оттенок, больше желтоватый. Но, в общем, здесь нужно быть осторожнее, потому что сейчас я понимаю, что вроде бы из шеи все в порядке, но как-то я посерела немножко. Мы, конечно, все это исправим, это вообще абсолютно не проблема. Скульптурирование, румяна, сейчас все дело наше исправит. К слову, я сейчас смотрю, и как будто бы он, знаете, даже очень хорошо сейчас смотрится. То есть у него достаточно средняя степень перекрытия. Вот, например, у меня здесь я поигралась, как всегда, со своим лицом, и мне кажется, что достаточно неплохо он так перекрыл. Конечно, текстура воспаления не ушла, но смотрится все в порядке. По поводу покрытия, оно, знаете, я бы сказала, такой легкий, какой-то немножко вельветовый финиш, но на грани того, чтобы это было и не слишком как-то подсвечено, и не слишком матово. Вот посмотрим. У меня был к нему вопрос, когда я тестировала, что он, знаете, подчеркивает мимические морщины, как будто бы проваливается в поры, и вообще у меня он сходил вот в этих местах немножко хлопьями. Поэтому мы сейчас посмотрим, возможно, что он не подружился с уходом, и с этим уходом будет все значительно лучше. Я немножко прям прорабатываю эту область, и, соответственно, уже переходим к новому продукту.
Давайте я еще дополнительно подсниму на телефон, и вы посмотрите, как это выглядит вблизи. Ну, знаете, реально достаточно неплохо. Очень даже живое покрытие. Ну, посмотрим, что будет по истечению наших съемок. Далее мы переходим к консилеру, и это самый лучший консилер на планете, который мне невероятно нравится, Clarins Instant Concealer номер 01. Мне многие писали в телеграм-канал, кстати, если вы еще не подписаны на мой телеграм, то я вас суперско призываю, там интересно, классно, скидки, акции, новые какие-то продукты, в общем, вы знаете, я вас люблю, я вас жду, с вами всегда на связи, отвечаю на все вопросы, если что-то не поняли из этого видео, из другого, хотите что-то, чтобы я вам посоветовал, то welcome, пишите, и мы там с вами пообщаемся. Соответственно, мне многие писали, что не поняли, какой консилер я советую, вот конкретно эту версию, потому что у них есть, они изначально, по-моему, его переиздали, он не понравился, этот убрали, и вот в январе он появился, и он до сих пор есть на полках, поэтому ищите, он правда суперский, и что главное, у него объем 15 мл. Я его показывала вам как тот консилер, который я постоянно повторяю, и я решила сегодня тоже им накраситься и напомнить, какой он прекрасный, пока он, несомненно, есть в магазинах, и вы можете его приобрести. У меня оттеночек 0,1, и мне тоже, кстати, писали, что не темноват ли он тебе и все прочее. В целом, наверное, вы знаете, что многие выбирают консилеры с немножко рыженькой ноткой, персиковой ноткой, потому что светлыми лучше потом как-то дополнительно проработать эту зону, но супер светлые консилеры уже реже используются, поэтому 0,1 он как-то вот прекрасно подстроился. В нем действительно есть такая легкая, даже не розовинка, а вот персиковый отлив. И, соответственно, за счет него он лучше прорабатывает область под глазами, синячки и все прочее. Воспаление я им не прорабатываю. Я сразу скажу, что я тоже опять покажу. Вот у меня есть Catrice камуфляж. Я в последнее время не могу сказать, что я как-то невероятно им довольна. У меня есть тоже вопросы, что не совсем правильно подобранной кистью он немножко как будто бы покрытие портит, но это не новинка, тоже поэтому вам не показываю. Так, соответственно, мы берем кисть. Я думаю, что сегодня у нас будет кисть-лапка, и мы ею начинаем наносить наш консилер. Вот такая кисточка. И, соответственно, распределяем его. Я не устану повторять, что этот консилер просто, я не знаю, любовь любовная, потому что он достаточно плотный, при этом подвижный, его абсолютно не видно. Конечно, дополнительно его потом необходимо будет зафиксировать, но он просто идеально слился с нашим тональным кремом и по текстуре, и по формату, и как он выглядит, и по цвету, в общем. Я вам еще раз настоятельно его советую, потому что, он просто потрясающий, ни разу меня не подводил, и объем такой, что вам хватит действительно надолго. И далее, самое время для скульптурирования, я вам хочу показать продукт от Небледной. Честно говоря, я его практически не тестировала, буквально там несколько раз пощупала, посмотрела текстуру, поэтому мы вместе с вами нанесем и его, соответственно, посмотрим. Это новый скульптор, он в единственном оттенке, называется Sculpti, и он просто невероятно классный по тому, как он гармонирует с вашим лицом, с вашими там тенями и, соответственно, скульптурой в целом построения макияжа. То есть это такой правильный, благородный, красивый оттенок. У него очень маслянистая текстура, то есть такая прям кремовая. И чем больше вы, соответственно, там пальцем надавливаете на продукт, тем более он плавится от теплоты вашего пальчика и становится более пластичным и более податливым. Сейчас я вам сделаю сводчик. Вот, смотрите. Это я уже начала его втушевывать. И вот мы втушевываем, и буквально он в легкую дымку переходит и растворяется на вашем лице. То есть это действительно такой правильный оттенок. Если вы не хотите такую, скажем, грустную, смуглую скульптуру, которая будет такая сероватым оттенком отдавать, если вы не хотите больше быть про бронзер, то это такая золотая середина. Я возьму кисть тоже вот Небледной, Баффи. Кстати, мне она вообще тоже очень понравилась. Я честно скажу, что не рассматривала эту кисть, потому что она достаточно плотная, плотно набитая, большая, и я подумала, что, наверное, мы с ней не супер подружимся, но прям хорошая, мне понравилось. И, соответственно, набираю на кисть. Есть такое впечатление, что он достаточно пигментированный. Поэтому мы сейчас это все еще дополнительно стряхнем об палитру, чтобы не было недоразумений. Так, немножко буквально продукта отдаем и начинаем наносить. Вообще незаметно практически. Ну, в плане, что смотрите, насколько он гармонично подстроился. И что самое интересное, если в упаковке он еще больше, похож на скульптор, то есть такой сероватый, то в жизни он сейчас, особенно под цветом красивым, он выглядит прям такой на грани с бронзером. Очень красивый оттенок.
Здесь на ваше усмотрение, вы можете сделать вообще там по мужскому типу жесткое скульптурирование, можете достаточно мягкое. Единственный мой совет, что когда вы нанесли, не нужно его вот так вот, соответственно, носить. Конечно, благодаря кисти и текстуре в целом, там, я и так пробовала, как бы все в порядке, он продукт не разъедает, но в любом случае лучше вот с границами работать, так будет аккуратней. Вот, смотрите, легкое нанесение. Я даже не знаю, будем ли мы с вами дублировать, потому что мне кажется, что сейчас выглядит очень естественно. Ну, давайте прям чуть-чуть, чтобы на камере было поярче. И смотрите, какой подсвечивающий финиш, кстати, у крема. Вот говорят, что он матовый, а у нас даже здесь хайлайтера еще нет, но смотрите, как все блестит. У меня такое ощущение, что я поменяю сегодня мнение о тональном креме, потому что, ну, пока мне прям реально нравится, как он выглядит. Так, соответственно, протестировали с вами скульптор. Что даем ему? Добро, не добро? Напишите обязательно в комментариях. И переходим дальше. Дальше моя самая любимая тема, это, мне кажется, уже стал определенный мем моего телеграм-канала, потому что я стала внегласным амбассадором 11 оттенка румян Inglot. Как так получилось, я не знаю, но я тогда была поражена, и я тоже вам в распаковке показывала. Кстати, у меня здесь уже я в эту систему поставила еще, соответственно, Sparkle от Inglot, чтобы все это было вместе, Inglot, простите, от Бернович, чтобы все это было вместе, и я как-то чаще пользовалась, тестировала. Про Sparkle и Бернович я тоже сниму отдельное видео. Я, к сожалению, в прошлый раз, когда снимала видео, разбила один из моих самых любимых спарклов в оттенке 0,5, поэтому мне его нужно повторить, заказать и уже полноценно с вами снять обзор. Соответственно, что я говорила про эти румяна? Я по-прежнему говорю, что мне не нравится эта Freedom System, потому что она, вот каждый раз у меня какая-то паническая атака, когда я ее открываю, что я куда-то залезу, и это будет все супер не круто, учитывая, что она стоила дорого, я вам ее не советую. То есть, правда, приобретите что-то подешевле, у того же Бернович тоже есть такие хорошие магнитные палетки для ваших рефилов. Но история румян. Я, значит, зашла в Inglot и смотрю, там в ряд очень много этих розовых румян, и я думаю, какие же они красивые, очаровательные. И я его наношу на руку и понимаю, что это же просто круче, чем самые популярные румяна Dior. И посмотрите, какие они мягкие. Я просто не могу передать, это самые мягкие румяна, которые были вообще у меня. И, соответственно, я сделала пост, вы скупили все румяна, постоянно был sold out, мы там тоже смотрели, ну, в общем, я так поняла, что сейчас уже я так эту тему подпустила, они все-таки появились в наличии. Соответственно, набираю на кисть, так как вот достаточно пылит, это вот честно можно сказать. И, кстати, по оттенку здесь легкий шиммер, то есть очень красиво выглядит все. И начинаем набирать на наши щечки. Вот такими круговыми движениями и наверх. Смотрите, оттенок еле заметный, но я вижу, что даже на камере он вот так освежил достаточно нашу щеку и прям виден. Я, конечно, немножко утрировала, но чтобы вам было более заметно. Хотя, знаете, в последнее время я румяна просто начала обожать и наношу их достаточно обильно. Вот, как-то так. Что мне нравится в этих румянах, что они, несмотря на то, что как бы это матовая текстура, они не кремовые, они нереально подсвечивают лицо. То есть, казалось бы, мы пудровую, да, текстуру наносим на тональный крем, и все должно было быть такое более сухое, но посмотрите, как это красиво подсвечено выглядит, и очень легкий, еле заметный такой действительно полирующий эффект за счет того, что там легкий золотой шиммер. И сейчас просто будет мой самый любимый дуэт. Так как они супер-супер блестящие, конечно, есть цветовая подложка. И в каком-то видео я накрасила, и мне показалось, что, знаете, оно вроде бы выглядит и красиво, и вроде бы как будто как хайлайтер подсвеченный, и все здорово. Но вот мне на видео, когда я начала там вращаться, что-то поворачиваться, показалось, что там прям сильная цветовая подложка розовая, и выглядит так, будто я, знаете, что-то странное нанесла и не втушевала. Поэтому скажу честно, что я не советую эти румяшки. Во-первых, это лимитка, вы ее, к сожалению, не купите. Но это текстура Extra Dimension, и таких очень много у MAC. То есть это и как хайлайтер, то есть оттеночек будет золотой, серебряный, и различные лимитки цветные. В общем, можно найти что-то похожее. И, кстати, я его заказывала на... Что же это было? Это был то ли Amazon, то ли eBay. В общем, и на Амазоне они есть, естественно, закрытые, да, у каких-то перепродажников. И на eBay они есть. В общем, их можно найти, поэтому если у вас есть доступ к реселлерам, то посмотрите и можете себе переотправить эти румяна. Я абсолютно не жалею, что я их заказала, но я пользуюсь ими по-другому. Я действительно ими зашлифовываю какие-то определенные розовые румяна, может быть, даже персиковые, ну, в общем, когда мне хочется еще больше сияния. И посмотрите, насколько они действительно идеально
идеально смотрятся вместе. Ну, это вот просто, не знаю, как будто бы дополнительный какой-то, да, сияющий слой, который мы добавляем к этим 11 инглот. И, соответственно, я беру там той же самой кистью, либо какой-нибудь другой, и наношу прям поверх наших с вами румян. И посмотрим, как это, опа, прям сразу, видите, сразу засияло. То есть здесь можно, ну, как красиво. Очень мне нравится. Я еще хочу такой обязательно взять какой-то либо персиковый, либо жемчужный. Как наносить? Как я сказала, можно его, конечно, нанести только вот сюда и вполировать непосредственно там в ваши тени, если у вас какой-то розовый макияж, но мне все же нравится вот и опускаться на зону румян, чтобы это было как-то больше едино смотрелось, и даже если у вас и будет какая-то цветовая подложка здесь розовая небольшая, то она шла как будто бы у вас от румян, а не просто отдельно. Хотела, значит, рассказать про этот хайлайтер. В общем, Наталья Шик выпустила, по-моему, в мае, ну давно тоже это все анонсировали, она выпустила бронзер для тела, но многие используют его тоже для лица, и, соответственно, хайлайтер тоже для тела, то есть как бы изначально эта история не про лицо. Бронзер примерно вот на эту штучку похож от Fenty Beauty, поэтому я его не брала, и у меня еще очень много Fenty, здесь сколько, 95 мл. Я решила, что я обойдусь, и мне показалось, что Fenty, он что-то вот среднее между бронзером плюс хайлайтер, ну, в общем, мне бронзер как не особо нужен, и вообще в целом я не фанат и не любитель мазать тело, потому что мне кажется, что это будет пачкать. Вот, поэтому давайте с вами посмотрим, как он будет себя вести на теле. Я честно скажу, что это эксперимент, и мы посмотрим, зафиксируется он, не зафиксируется. Вот, и поговорим про оттенок и вообще, как он выглядит. Так, надеюсь, что он нанесется, потому что здесь немножко он, конечно, не совсем равномерно выходит, но все-таки выходит, что тоже хорошо. Смотрите, какой жемчужно красивый у него подтон. Сейчас мы его распределим на ручку. Честно скажу, что я не собиралась его покупать, потому что у меня много очень хайлайтеров, хотя я обожаю хайлайтеры. Очень приятная отдушка, такая легкая, косметическая. В общем, он мне понравился, но я как раз в прошлый раз, когда делала расхламление, я вам показывала, что я выкинула свой обожаемый хайлайтер от Becky. Я просто очень сильно его люблю, он был... Смотрите, я как бы еще его не распределила до конца, то есть такая достаточно в легкую дымку тоже можно увести, потому что здесь сияние такое интенсивное. Просто хочу показать вам оттенок. Такой жемчужно-персиковый, очень симпатично смотрится, и даже если вы там не загорелая, ну сейчас посмотрим. И, соответственно, я выкинула свой хайлайтер от Becky и подумала, что мне нужно что-то на замену, вот. И я решила его приобрести, конечно, там сейчас, по-моему, опять его нет в наличии, вроде бы будет повторять. Он появляется, кстати, на рандеву. Используйте мой промокод, если вам будет это актуально, он на духи работает и на косметику. И, соответственно, можно где-то его найти, но в открытом доступе, к сожалению, его нет. Давайте нанесем его сначала на тело и посмотрим, как это будет выглядеть, а главное, зафиксируется ли это вообще. Конечно, у него, кстати, вот такая немножко легкая увлажняющая, как будто бы формула, то есть очень, вот мы его стерли, и рука достаточно увлажненная. Поэтому здесь, конечно, непонятно, будет ли пачкать одежду в случае, если он испачкает, оставит ли он следы. Ну, давайте вообще в целом посмотрим на фиксацию. Такие продукты лучше наносить какими-то большими кистями. Вот я предлагаю взять вообще самую большую кисть, вот Make Up Forever, и глянем. Ну что, первый раз эксперимент. Кстати, я не увлажнила кожу, что тоже интересно, потому что, конечно, чтобы он лег без проплешин и все прочее, и если вы, естественно, визажист, вы будете вашей модели кожу увлажнять. Поэтому здесь сделаем легкую помарочку, что это не на увлажненную кожу. Это не совсем правильно. Мне нравится. Так, сейчас мы посмотрим еще на зеркале, насколько он лег ровно. Ну, я так скажу, конечно, это немножко как будто бы отдельные блесточки, вот если прям вблизи смотреть. То есть здесь нет бронзирования, как раз там Наталья показывала, что вы покупаете бронзер и на него, соответственно, кладете этот хайлайтер. То есть здесь не просто влажное сияние, это немножко отдельные блески, вот, но, честно, выглядит очень эффектно. Я бы даже с удовольствием так куда-то пошла. Ну что, симпатичненько. Вы знаете, что я люблю блески, я люблю сияние. Вот, давайте мы это все оставим и посмотрим, как оно зафиксируется.
Знаете, я решила не наносить на лицо. Мы лучше с вами сделаем отдельное видео, не знаю, там, про летних фаворитов, мы посмотрим с вами летний макияж, и там уже я точно не забуду, и, соответственно, нанесу его еще на лицо и покажу, как он выглядит на этой зоне, потому что сейчас просто у меня такое красивое сияние от румян, что я не хочу его портить. Давайте я чуть-чуть его буквально углублю очень легким хайлайтером от Bobbi Brown, но просто хочется чуть больше сияния. Я вам его показывала, это не какая-то новинка, поэтому не будем с вами на нем останавливаться. Ну, то есть, посмотрите, какой он красивый. Давайте буквально немножко закрепим сейчас с вами макияж, чтобы тональный крем лучше себя вел, хотя, честно скажу, что я приятно удивлена. У меня обычно здесь просто вот такие волны из тонального крема, и здесь я как бы тоже интенсивно сейчас с вами общаюсь, и все смотрится очень-очень достойно. Конечно, здесь мы зафиксировали средствами, но... Не знаю, я правда садилась снимать это видео и думала, так, ну покажу вам этот тональный крем, он тоже новенький, но он мне не нравился, а сейчас что-то я понимаю, что как будто бы я ошибалась. Я беру пудру от Chic в оттенке Medium, часто вам говорю, что я бы взяла лучше Medium Light, мне кажется, что она лучше бы мне подошла. И сейчас предлагаю переходить уже дальше, мы будем оформлять глаза, губы, и здесь для вас интересный такой пласт средств, потому что я вам его не показывала, в прошлой распаковке его не было, эти средства уже дошли чуть позже, но на отдельную распаковку как-то еще не насобрала, поэтому давайте сразу вместе посмотрим, протестируем и сделаем вердикт, нравится нам или нет. Так, приступаем, наверное, сейчас к глазам, и для того, чтобы их оформить, мы с вами сделаем такой легкий, как я уже сказала, полупрозрачный, интенсивный смоки, ну, в общем, что-то такое, с одной стороны, вроде бы яркое и симпатичное, с другой стороны, очень носибельное, и вы сможете это повторить любыми вашими средствами и как раз-таки тоже воплотить даже в летний период времени. Так, я предлагаю сейчас взять на пробу карандаш от Chic. Этот карандаш у нас в оттенке цинк, и он как раз-таки суперски себя ведет со спарклами. Если вы не дружите со спарклами, то это для вас спасение, это продлит ваш макияж и просто, ну, действительно подарит ему вторую жизнь, потому что некоторые спарклы плохо держатся, конкретно вот на таких карандашах, и это выглядит симпатично. Давайте протестируем, посмотрим оттеночек, и в целом нравится он нам или нет. Так, я ищу подходящую для этого кисть, а давайте мы возьмем синтетику, я думаю, что, возможно, синтетикой тоже неплохо все это распределится. То есть сейчас, так как мы рисуем с вами смоки, давайте я покажу оттенок, смотрите, какой он интересный. Он серо-коричневый, но у него очень много блесток. То есть это такой ярко выраженный перламутр, который будет присутствовать на ваших глазках. Так, соответственно, берем и распределяем. Самое главное нам это успеть растушевать наш прекрасный карандаш. Я не буду сильно заходить, потому что мы с вами потом по-другому оформим нашу границу. Просто зададим такую легкую тушевку. Так, что могу сказать? Во-первых, по оттенку он немного такой сероватый. На мой взгляд, это что-то между оливой, между что-то графитом. И, конечно, легкий такой коричневый, у него какой-то подтон имеется, но все равно, если для вас это важно, то обратите внимание, потому что я бы, наверное, хотела чуть больше теплинки в нем, но это делает тоже особенным, конечно же, такой цвет, поэтому он имеет место быть. Он очень круто наслаивается, то есть я сейчас примерно 3 раза продублировала карандаш для того, чтобы была более яркая интенсивность. Все хорошо, границ не видно, он прекрасно тушуется, так как у него такая легкая незаметная дымка, да, наверху образовывается, то просто можете в любой оттенок буквально это все втушевать. И все-таки мне не хватает цвета. Кстати, хотела вам показать тоже, что у меня есть отдельный обзор на вот эту прекрасную палетку от Rouge Bunny Rouge, посмотрите, там и карандаш классный, и тени очень классные, и еще у меня появилась новая палетка от Rouge Bunny Rouge. Мы можем, кстати, с вами как раз углубить складочку, и я вам покажу оттеночек как раз-таки из нее, потому что это новая палетка, я буквально сделала один макияж, чисто посмотреть, как выглядит, и если вам интересно, пишите, мы сделаем с вами отдельный обзор на эту палетку. Соответственно, возьмем вот этот цвет, потому что он такой серый, и мне кажется, он должен хорошо смотреться, и углубим буквально немножко нашу складочку. Так выглядит более органично, и за что мне нравятся очень тени Rouge Bunny Rouge, и прошлая палетка, и новая, что посмотрите, насколько красивые матовые оттенки, то есть они
вроде бы интенсивные, но при этом не супер плотные. Ими очень удобно работать, очень удобно углублять оттенки и все прочее. То есть здесь, поэтому я прям настоятельно советую. Единственное, что палетки обе, которые у меня есть, здесь матовые, нейтральные, нюдовые, что делает крутой эту палетку для того, чтобы брать с собой там в отпуск, отдыхать и все прочее. Это же любой макияж может такой спокойно сделать и яркий, да, при этом. Посмотрите, то есть эта палетка настоящий какой-то феникс, очень-очень симпатичная. Очень люблю эту кисть S10 от N-Beauty. Хотела вам отдельно заострить на это внимание, потому что она суперско полирует. То есть, если у вас нет много времени на тушевку, если вам показалось, что что-то так не супер аккуратно получилось, то берете эту кисть и начинаете. У меня есть отдельный обзор, кстати, на кисти N-Beauty, очень большое у меня количество, поэтому тоже посмотрите. Они суперско работают и справляются со своей задачей. Так, ну все, уже такое немножко оформленное легкое смоки. Дорогие друзья, буквально секунды вашего внимания. Пожалуйста, если вы еще не подписаны на канал, то я убедительно прошу вас это сделать. Это нереально мотивирует, помогает развитию, ну и в целом вообще двигает меня как самый классный бьюти-катализатор. Поэтому, если вы еще этого не сделали, я очень сильно вас прошу. Это будет такой жест любви вам ко мне. В общем, пожалуйста, подпишитесь и погнали. Далее я предлагаю перейти уже к тестированию карандашика от Оли Романовой. У нее невероятно хорошие карандаши для губ, карандаши для глаз, и вот этот карандаш мне тоже очень сильно захотелось. Там много оттенков симпатичных, и такие оливковые, и вроде бы коричневые, ну, в общем, там можно разгуляться. Я выбрала оттенок Friday Night, потому что все писали, что он самый красивый, самый носибельный, и, конечно, много, скажем так, повторений в более бюджетном сегменте, но мне хотелось посмотреть на оригинал. К сожалению, я не до конца его доточила. Простите, надеюсь, это нам не помешает. Сейчас я сделаю сводчик, и мы посмотрим, как он выглядит. Он очень мягкий, офигеть, прям очень мягкий. Смотрите, очень покладистый, очень такой пластичный, что позволит нам, конечно, с легкостью, надеюсь, с ним управиться. Оттенок такой коричневый, как будто Мишка Тедди, что ли, да, был оттенок карандаша, по-моему, у MAC. Вот очень-очень похож. И там такие легкие, золотые, красивые блески. Еще очень похож на мою любимую подводку от Maybelline в шайбе. Такой же примерно оттенок. Вот. Поэтому, если что, то, в принципе, подводкой можно заменить этот карандаш, потому что, мне кажется, она в 2 раза дешевле. Единственное, что я не знаю, насколько сейчас там хорошие поставки в Россию. Так, соответственно, давайте мы с вами нанесем по линии роста наших ресниц и немножко все это легко втушуем. Он супер мягкий. Конечно, из-за того, что, видимо, у меня еще жарко, он прям, честно, подплавился так хорошенечко. Нанесла пока по верхней границе, и сейчас мы все это растушуем. Кстати, я вот сказала, что кисть S28 от N-Beauty я вот ее редко использую, но для карандашика она должна, кстати, вот очень хорошо. Смотрите, она как подстраивается, и начинаем. Сейчас, простите, я выйду в маленькое зеркало, иначе мы с вами не очень аккуратно тушевочку сделаем. Хотелось бы помягче. Я прям основательно захожу наверх. То есть мы здесь уплотняем цвет и подтягиваем его наверх. Карандаш просто идеально слился с нашей тушевкой. Все хорошо, переходы незаметны, поэтому, в принципе, мне прям нравится. Мы еще внизу с вами тоже прокрасим. Просто вот поверх карандашика мы его вот так с границей нашего глазика растушевываем. Ну что, супер легкий смоки на самом-то деле готов. Конечно, можно еще больше все это углубить, сделать дополнительную стрелку, но у нас такой какой-то пограничный вариант между тем, чтобы выйти летом в свет и не быть, конечно, очень такой камерной дивой. Дальше я предлагаю с вами протестировать и показать вам Space Cowboy. Я этот спаркл часто упоминала, но ни разу не наносила на себе, и мне кажется, это будет интересно, потому что это один из самых красивых спарклов, честное слово. Многие наши бренды, многие зарубежные бренды вдохновляются как раз таки именно оттеночком Space Cowboy, и как раз таки вот в этой вариации что-то похожее делают, но честно, ничего похожего я не видела. Он с одной стороны очень как будто бы суховат, то есть вы действительно как будто набираете блески, но при этом у него единая цветовая подложка, и при этом он не замыливается. То есть он просто собрал все самые лучшие качества, и смотрится, конечно, это фантастически. Сейчас я вам покажу еще на руке. Очень деликатное сияние, любят и на свадебные макияжи этот спаркл использовать, и просто, да, в повседневной жизни, потому что он, конечно, ну, очень красивый. Здесь просто, мне кажется, один из самых красивых спарклов в коллекции. Давайте посмотрим, как он выглядит на наших глазках. Вот смотрите, сразу уже засиял наш взгляд. Конечно, он похож на Diamond Bomb от Fenty, от Рианы.
но здесь он более влажный, более единый, что ли. Вы знаете, как будто бы блески, они все-таки есть на какой-то подложке. Потому что если посмотреть Fenty, кстати, у меня есть отдельный обзор, залетайте, там еще не на камеру снято, но информативно. Вот, и там как раз-таки можно увидеть, что эти блески, они немножко супер отдельно друг от друга, но все равно тоже как спаркл очень красиво смотрится. А здесь все-таки больше какого-то сцепления. И посмотрите, как засияли наши глаза. Ну вообще, мы с вами, уже вечерний макияж. Я так это перегнула палочку, что мы с вами летом пойдем так гулять. Но на бокальчик, почему бы и нет. Предлагаю протестировать с вами корейскую тушь от Heimish. Да, блин, она очень интересная. Я выкладывала вам в Телеграме пост с этой тушью, и вы написали, там разделились мнения, потому что половина написали, что очень крутой эффект, она классно выглядит, такой действительно кукольный, какой-то натуральный. И парочку комментариев, действительно, буквально 2, было о том, что как будто бы она чуть не склеила ресницы, что-то такое. Давайте вместе посмотрим, потому что я тоже ее не так много носила, но у меня, конечно, супер положительное от нее впечатление, она мне прям понравилась. Давайте сразу расскажу, что, во-первых, это подкручивающая тушь, у них, соответственно, и кисточка такая, да, вот чтобы нам удобно было подкручивать, эффект естественных, натуральных ресниц нам обещает производитель, и как будто бы это какое-то ламинирование. Ну вот сейчас давайте посмотрим. У меня, конечно, яркий интенсивный макияж глаз уже вышел, извините, увлеклась, но надеюсь, что вы все-таки увидите, как эта тушь работает. Сейчас мне нужно только, давайте вот так. Ну что, вот так приблизительно смотрится эта тушь на глазах, и я предлагаю даже, наверное, вам сказать, нравится, как она выглядит на мне или нет, потому что я, положа руку на сердце, честно скажу, что да, ресницы подсклеены, но при этом вот на этом глазу, например, они просто, посмотрите, какие огромные и объемные, в общем, я даже не знаю, мне кажется, как будто бы это склеивание можно простить. Я увлеклась, пока записывала видео, разговаривала с вами, не успела вот здесь вот все причесать хорошенечко, а вот здесь как будто бы и неплохо смотрится, в общем, не знаю, как он там на камере, но больше гранжевости, что ли, она передает. В общем, не знаю, если вы ищете тушь, которая чулочками смывается и вот выглядит примерно так, то обратите внимание, это Heimish, это корейский бренд. Я вообще не ожидала, что у корейцев может быть классная тушь, что мне она понравилась. Так, переходим дальше. Это гель для бровей Art Visage и золотое яблоко. Там стоимость у него тоже была отличная, мне кажется, 325 рублей, примерно так. И у него, что интересно, я когда его брала, и я до сих пор так думаю, потому что я его еще не тестировала, мне кажется, что кисточка не самая удачная. Посмотрите, она супер маленькая, и вот как это все причешет мои брови, конечно, огромный вопрос. Ну что, протестируем, как у нас тут все или нет? Давайте посмотрим. Так, у меня, конечно, есть, сразу покажу руки, есть небольшие блески от спаркла. Так. По ощущениям ничего не ощущается, но честно скажу, что фиксация вот средняя. Как бы блески передались мне на руки. Вот. Поэтому не советую сильно с белой одеждой. Но я считаю, что это нормально, потому что в целом, такие штуки, они, мне кажется, не могут зафиксироваться максимально. Так, соответственно, смотрим, как он выглядит. Я не буду прочесывать брови дополнительно с каким-то цветом или что-то еще, потому что у меня и так они достаточно яркие, и я вообще редко их как-то отдельно оформляю. Так, посмотрим. Это прозрачный гель для бровей. Тоже посмотрим, насколько он их уложит вообще. Знаете что? Эта щеточка идеального размера. То есть она максимально странно выглядит. Как будто бы какая-то она несуразная, что ли. Но она суперско прям мне под бровь подходит. Так, мне нравится. Однозначно нравится. Будем смотреть сейчас на фиксацию. Можно, конечно, их вообще вот так как-нибудь соболино выложить. Не знаю, нравлюсь я вам с такой соболиной бровью. Давайте оставим хоть раз. Хоть раз буду с соболиной бровью. Так, и посмотрим на этой брови. Блин, щеточка идеальная. Вот серьезно, я когда брала, я подумала, что, наверное, не очень будет удобно. Но сейчас я понимаю, что прям, да, хорошо. Видите, как будто эффект ламинирования такой легкий присутствует. Ну что, налета не оставляет, все хорошо, но вы сами знаете, что налет зачастую и вообще в целом это то, когда мы с вами
грязная кисточка туда-обратно. Вот сейчас, например, у меня много было тона и всего прочего, и, конечно, я думаю, что со временем налет будет оставаться, но за 350 рублей можно, в принципе, обновлять этот гель. Что скажу, я чувствую уже легкую фиксацию, то есть не стянула брови, но я чувствую, что что-то на бровях есть, но очень комфортно. Так, переходим уже к губкам, наконец-то. Я вам сейчас покажу карандаш Гарда от Шик, я его очень сильно люблю для того, чтобы оформлять губы, и тоже, что интересно, я удивляюсь, почему он такой темный, но на моих губах вы сейчас увидите, нет вот этой, я вот очень хочу, чтобы у меня был темный контур, но его нет, я не знаю, он сливается с моими губами, хотя, может быть, сейчас я опять нанесу и будет видно, но как-то я хочу темнее, куда еще темнее, я не знаю. Так, карандаш, соответственно, карандаши от Шик я люблю, они очень классные, и многие визажисты их выбирают, что они реально крутые, здесь тоже заострять внимание не будем, просто посмотрите на этот оттеночек, что он многих пугает, он очень темный, но он, мне кажется, идеальный. Сейчас мы оформим брови, и я вам покажу как раз-таки блеск новый, который был в распаковочке у нас. Затемнили контур наших губ и немножко даже зашли на сами губы, потому что я люблю потемнее. Здесь можно не сильно стараться сейчас над тушевкой, но я все равно так оттушую немножко, потому что мы все равно его сейчас закрасим, и это не сильно принципиально. Теперь я хочу показать вам потрясающий лип-плампер от нашей запретной фирмы Beauty, кое-что вы сами поняли. Не знаю, насколько YouTube за это банит, но, в общем, будем поаккуратней. И, соответственно, это оттенок 04 Johnny. Я сразу скажу, что к этой фирме я относилась никак, я не была просто с ней знакома, не тестировала, и как-то не было какого-то особого ажиотажа среди тех, кого я читаю, кого я слушаю, смотрю, и я не особо-то и хотела эту косметику, но в Телеграме мои подписчицы просто очень любят этот бренд, постоянно что-то советуют, пишут, у нас даже был отдельный пост, где мы обменивались какими-то фаворитами, да, у бренда, и, соответственно, мне посоветовали вот в 04 оттенке посмотреть этот плампер, сказали, что он такой лаковый, что он красиво очень смотрится и сильно не жжет. Давайте посмотрим. Ох. Ну, мы же тогда на распаковке, не буду вас обманывать, понюхали его, и пахнет он просто как жженый сахар, но в самом наиприятнейшем значении этого слова. Очень приятно. И сейчас посмотрим, как он смотрится на губах и как ощущается. Он очень плотный, поэтому в целом, даже если бы мы не прокрасили контур, я думаю, он бы без проплешин лег. Хорошо наслаивается. И вот за счет своей плотности, смотрите, держит как контур хорошо. То есть вот он наверху прям, так, начал уже немножко печь. Предлагаю остаться в каком-то таком промежуточном варианте. Мы, конечно, можем еще все это наслоить, но что мне нравится, что, смотрите, он за счет своей плотности и текстуры дает объем дополнительный к тому, что он плампер. Он сейчас печет, но комфортно. Мне кажется, вот за последнее время комфортные пламперы были у Шик, но я скажу честно, что там, мне кажется, увеличение сильнее идет за счет преломления частиц. Он очень красивый. Тоже посмотрите видео про весенний фаворит, по-моему, я им красилась, и вообще в целом в последних видео я была часто с ним, потому что он симпатичный, хорошо так держится. А вот этот прям вообще. Ну, не могу сказать, что, наверное, он как-то невероятно увеличит губы именно за счет, опять-таки, жжения, но я ненавижу пламперы вот всех этих зарубежных брендов, когда ты наносишь, и у тебя губы просто до свидания, вот они отваливаются. Вот это некомфортно. А здесь, посмотрите, как хорошо. Сейчас я вам покажу, как он смотрится совсем легко, и, соответственно, если его наслаивать, потому что это все равно разные вещи. Так, смотрите, вот здесь у нас оттеночек, соответственно, я его чуть-чуть так легко нанесла и протащила. То есть в целом можно совсем нюдово нанести. И здесь я уже наслоила. Вот видите, он более плотный, он такой какой-то карамельно-коричневый. Ну, мне кажется, сюда прям вообще классно вписался. И что мне нравится, что действительно он держит контур. Ну что, у нас остался буквально последний бьюти-герой и самый прекрасный, самый симпатичный, потому что это сияющий спрей для фиксации. Ну что может быть лучше? Еще больше блесток. У нас здесь блестки, там. В общем, сейчас будем сиять просто галактически. Это Миша Ведяев, я вам его показывала, Shine All Day, линейка называется, и сияющий спрей с фиксацией Pink Paradise. Вот таким образом он выглядит. Здесь очень много таких перламутровых блесточек, и это оттеночек такой самый, мне кажется, безопасный, потому что там был еще вроде бы оттенок, который слишком загорелый. Я подумала, что так, ну, бронзирование, я уже вам сказала, я не очень люблю это все, меня это пугает, а вот такая штучка почему бы и нет. Так как здесь действительно много блесток, он, честно говоря, предназначен не только для лица, то есть понятно, что фиксация макияжа, но многие там визажисты и на зону декольте наносят и все прочее, но, несмотря на это, он тоже очень симпатично ведет себя абсолютно везде, куда бы вы его не нанесли. И что мне понравилось, я потом говорила вам, что я после видео его нанесу, потому что я боялась, как это будет выглядеть на камере, и мне тогда показалось, что он прям неплохо, так знаете, и матирует, и фиксирует. Давайте, в общем, вместе еще раз протестируем, посмотрим. Так, давайте сначала, наверное, на
зону декольте. Ну как? Вау! Ну все, мы с вами... Может быть, кстати, фиксатор зафиксирует? Так, ну я не знаю. Это очень красиво. Это очень красиво, и знаете, что интересно? Что он вот действительно таким влажным, красивым, подсвечивающим бликом нанесся. Здорово. Но я очень много нанесла, я думаю, ему нужно время, чтобы схватиться, и он будет, наверное, менее ярким. И давайте немножко на лицо, буквально чуть-чуть, посмотрим, как эти блески будут выглядеть. Так, ну, я отдельных блесток, честно говоря, не вижу. То есть, мне кажется, тест-драйв пройден. В целом, если вас это пугает, то не пугайтесь. Вот правда, я вот сейчас пересматриваюсь во все зеркала. Все хорошо, все отлично. И мне кажется, что прибавилась какая-то дополнительная легкая матовость. Ну, то есть, как будто он, правда, нас подфиксировал. Причем мы пудры уже очень давно с вами проходились. Ну, в общем, какой потрясающий спрей, какой красивый. Ну, конечно, декольте у меня сегодня. Ой. Решила себе ни в чем не отказывать и отправиться на ночной ужин. И как раз мы с вами посмотрим, как держался этот макияж. Ну, что я могу сказать? Во-первых, брови как прибитые. Просто суперско держатся. Вот я даже не могу их особо как-то поддеть. Все с ними в порядке. Очень красивая укладочка. В принципе, мне кажется, своими задачами гель справляется. И посмотрим на тональный крем. Здесь, конечно, важно, что у меня был фиксатор. Поэтому, возможно, он еще как-то спас ситуацию. Но в целом, посмотрите, все максимально достойно. Вот, окей, здесь провалилось, но у меня всегда здесь что-то проваливается в последнее время. Немножко, как будто бы вот здесь мне не очень нравится, но нет ошметков, потому что вот тот раз, когда я тестировала, он прям слез с подбородка. Сейчас как будто бы увлажнения немножко не хватает, но в целом прям вообще зачет. Я свое мнение поменяла, буду его почаще носить. Мы с вами, на самом деле, закончили. Наше видео подошло к концу. Оно было максимально для меня необычным, потому что я сегодня вам еще одну область демонстрировала, показывала. Ну, потому что лето, и хочется больше сияния, больше какой-то красоты. У всех открытые, я не знаю, платья, открытые спины, открытые зоны декольте. И, конечно, все это выглядит очень эффектно, поэтому хочется как можно больше всего яркого и сияющего в нашу жизнь привнести. Наше видео подошло к концу, значит, нам пора прощаться. Спасибо огромное, что смотрели его до конца. Надеюсь, что оно вам понравилось. Вы поставили комментарий, написали самые лучшие ваши пожелания и вопросы, и уже перешли в мой телеграм-канал, потому что там тоже очень-очень сильно интересно. Напишите, пожалуйста, как вам моя новая косметика, что-то вам понравилось, что-то не понравилось, что захотелось взять, протестировать, прикупить, или, возможно, у вас что-то есть. В общем, я буду рада максимально любому вашему фидбэку, и я прощаюсь с вами совсем ненадолго, потому что мы скоро увидимся. До новых встреч, пока!